Психологический разбор банды Чудинова. Этот ролик – образовательный разбор с позиции криминальной психологии. Цель – понимание, не прославление. Представьте поселок. Маленький, промышленный, на краю Свердловской области. Зима здесь длится полгода. Дороги разбиты, работы нет. Молодежь мечтает уехать. Куда угодно, лишь бы отсюда. Это Левиха. Начало 2000-х. Крепкий мужик, уверенный. Занимается металлоломом. Держит какую-то фирму по доставке напитков. Соседи здороваются. Участковый не обращает внимания. Обычный мужик в обычном поселке. А в лесу за поселком неглубокие ямы. И в каждой тело молодой девушки. Когда эти ямы найдут, а найдут их только через несколько лет, место назовут кладбище невест. 14 доказанных убийств. По некоторым оценкам, до 29. Все жертвы – девушки. Молодые. До 26 лет. Те, кто просто хотел найти работу и вырваться из нищеты. Среди тел в этом лесу будет лежать и его собственная дочь. Сегодня мы разберем это дело. Не как сенсацию, не как страшилку на ночь, а как случай, который показывает, что происходит, когда в одном месте сходятся безнаказанность, равнодушие и человек, который давно перестал видеть в людях людей. Это история банды Эдуарда Чудинова. И это история о том, как целый поселок годами не замечал, что девушки исчезают. Досье. Главарь Эдуард Чудинов. Соучастники. Дмитрий Чудинов, младший брат. Игорь Мележенков, соруководитель. Состав банды – 8 человек. Период – 2002-2005 год. Регион – Нижний Тагил, Свердловская область. Тип – организованная преступная группа. Торговля людьми, принуждение к проституции, серийные убийства. Жертвы – 14 доказанных убийств, до 29 по оценкам. Молодые девушки до 26 лет. Место захоронения – лес у поселка Левиха. Раскрытие – 2006 год. Задержание 2 участников по делу о преступлениях сексуального характера. Как все начиналось? Итак, начало 2000-х. Нижний Тагил и окрестности – безработица, разруха. Полное отсутствие перспектив. Заводы стоят, зарплаты не платят. Молодые парни спиваются или уезжают. Девушки ищут хоть какой-то выход. Именно в этой пустоте Эдуард Чудинов вместе с младшим братом Дмитрием, Игорем Мележенковым и еще 5 знакомыми выстроил систему. Не банду в привычном смысле. Не было ни иерархии, ни общака, ни воровских понятий. Это была группа родственников, друзей и соседей, которых объединяло одно – готовность зарабатывать на девушках. Схема была простой и безжалостной. Молодым девушкам, некоторые были совсем юными, предлагали работу – танцовщицами, моделями, официантками. Фирма прикрытия называлась «Фея» – служба доставки напитков. Звучит безобидно. Внутри – ад. Тех, кто соглашался, вовлекали в проституцию. Тех, кто отказывался, запугивали, подвергали сексуальному насилию, избивали. А тех, кто продолжал сопротивляться или становился балластом, убивали. Чудинов лично проводил то, что следствие назвало мастер-классами. Показывал подельникам, как правильно душить. Тела вывозили в лес рядом с Левихой. Закапывали. Или просто бросали, закидав ветками. Чтобы выиграть время и отвести подозрения, бандиты заставляли девушек писать родителям письма. Якобы они уехали в другой город, нашли хорошую работу, все хорошо. Родители получали эти записки. И ждали. Месяцами. Годами. Некоторые ждут до сих пор. Когда в 2007 году в лесу нашли массовое захоронение, его назвали «Кладбище невест». Там были останки более 10 девушек.
Часть тел были настолько повреждены временем, землей, животными, что их так и не удалось опознать. Среди найденных тел было тело Елены Чудиновой. Совсем молодая девушка, дочь Эдуарда. Как он стал таким? Тут важно понять одну вещь. Чудинов не родился убийцей. Он не сидел в детстве и не планировал, как будет закапывать тела в лесу. Он вырос в Левихе, в том самом поселке, где потом и нашли захоронение. Вырос в месте, где к началу 2000-х не осталось ничего. Ни работы, ни закона, ни ощущения, что кому-то до тебя есть дело. В такой среде у людей формируется очень простая картина мира. Кто сильнее, тот прав. Кто слабее, тот ресурс. Не всех это ломает. Но тех, у кого и без того стерты моральные тормоза, это превращает в хищников. И вот что интересно. Чудинов не начинал с убийств. Он начинал с металлолома. Потом доставка напитков. Потом сутенерство. Каждый следующий шаг был чуть дальше за черту. И каждый раз ничего не происходило. Никто не приходил, никто не наказывал. Никому не было дела. Это ключевой момент, и его нужно запомнить. Безнаказанность – это топливо. Когда человек с антисоциальными чертами раз за разом убеждается, что правил не существует, он перестает видеть границы. Граница стирается не за один день. Она стирается шаг за шагом и однажды исчезает полностью. Психологический портрет. Теперь давайте посмотрим на Чудинова глазами криминальной психологии. Кто он по своей сути? По классификации ФБР это организованный преступник. Не импульсивный, не хаотичный. Это человек, который планировал. Он выстроил систему вербовки, придумал прикрытие, продумал, как избавляться от тел. Жертв выбирал не случайно. Молодые, уязвимые, из неблагополучных семей, без защиты. Снаружи – бизнесмен, семьянин, отец. Внутри – человек, который учил подельников убивать. Если приложить к нему шкалу Хейра, а это основной инструмент для оценки психопатии, картина получается предсказуемая, но от этого не менее жуткая. Обаяние? Высокое. Умел вербовать, убеждать, вести за собой. Самомнение? Запредельное. Называл себя боссом, проводил мастер-классы по удушению. Эмпатия? Отсутствует полностью. Убил собственную дочь. Раскаяние? На суде назвал убийство дочери несчастным случаем в ссоре. Вся его экономика была построена на эксплуатации других людей. Каждый шаг просчитан. Ничего спонтанного. И вот что важно понять. Чудинов – не серийный убийца в классическом понимании. Маньяк убивает ради процесса. Чудинов убивал ради результата. Убийство для него не цель, а инструмент. Он не получал удовольствия от акта убийства. Он получал удовольствие от контроля. Девушки были для него товаром. Отказ подчиняться – поломка товара. А поломанный товар утилизируется. Это логика торговца людьми, а не маньяка. И, возможно, именно это делает его еще страшнее. А снаружи – ничего. Мужик из поселка, занимается бизнесом, есть семья, дочь. Он был таким нормальным, это потом скажут соседи. Соседи не подозревали. Полиция не интересовалась. Система не видела. Классический паттерн двойной жизни. Но вот вопрос, который не дает покоя. Как? Как группа из 8 человек может годами убивать, и никто не останавливается? Начнем с самого Чудинова. Детальных психиатрических данных о нем в открытых источниках мало. Но поведенческий портрет говорит за себя. Антисоциальное расстройство личности. Психопатия. Неспособность к эмпатии. Инструментальное отношение к людям. Полное отсутствие раскаяния. Но одной биологии мало. Главное, что у него в голове. Чудинов не видел в жертвах людей. И это не фигура речи. Это психологический механизм, который называется дегуманизация. Когда ты начинаешь воспринимать другого человека как объект, как товар, как проблему, как балласт, убийство перестает быть убийством в твоем сознании.
Это становится решением задачи. И самый показательный эпизод здесь – убийство дочери. Подумайте об этом. Биологическая привязанность – самый сильный инстинкт, какой есть у человека, не остановила его. Елена, по версии следствия, стала нежелательным свидетелем. И в голове Чудинова произошел переключатель. Она перестала быть дочерью. Она стала угрозой. А угрозы устраняются. Теперь среда. Мы уже говорили про Левиху, но здесь важно копнуть глубже. Поселок начала 2000-х – это вакуум. Нет работы, нет институтов, нет контроля. Когда государство уходит, криминал заполняет пустоту. Это не оправдание, это факт. А что полиция? Родственники пропавших девушек подавали заявление. Знаете, что делала полиция? Классифицировала их как добровольный уход из дома. Девушки из неблагополучных семей? Ну, наверное, уехали. Наверное, загуляли. Наверное, сами виноваты. Это не просто халатность. Это системное обесценивание целой категории людей. Молодые девушки из бедных семей в провинциальном городе – невидимые люди. Их исчезновение просто не считалось проблемой. И еще один слой. Чудинов действовал не один. 8 человек. 8. И ни один из них не остановился. Ни один не позвонил в полицию. Ни один не сказал «хватит». Это говорит о чудовищной силе группового давления. Когда лидер формирует нормы внутри группы, когда все вокруг тебя делают это, ты начинаешь считать это нормальным. Ты перестаешь задавать вопросы. Если выстроить все в цепочку, картина получается страшной в своей логичности. Депрессивная среда без перспектив. Мелкий криминал. Бизнес на людях. Безнаказанность. Полиция не реагирует. Эскалация – убийство тех, кто мешает. Нормализация. Подельники участвуют. И финальная точка – абсолютная потеря границ. Убийство собственной дочери. А точка невозврата? Скорее всего, первое убийство. Тот момент, когда они убили первую девушку, которая отказалась подчиняться, и ничего не произошло. Никто не пришел. Никто не спросил. Тело закопали в лесу рядом с поселком, и жизнь продолжилась. Именно тогда в голове формируется мысль. Значит, можно. Что это говорит о нас? А теперь самая неприятная часть, потому что эта история не только про Чудинова. Давайте посмотрим на сигналы, которые были. Массовое исчезновение девушек в одном регионе за короткий период. Полиция не связала случаи между собой. Родители подавали заявления, от них отмахивались, списывали на бродяжничество. Фирма «Фея», легальный фасад для торговли людьми, работала без единой проверки. Девушек заставляли писать письма домой, но ни почерк, ни стиль, ни обстоятельства никто не проверял. Полиция. Институциональное безразличие. Пропала молодая девушка из бедной семьи? Ну и ладно. Общество. Поселок маленький, люди знали друг друга. Но молчали. Из страха, из равнодушия, из привычки не лезть. Государство. Регион в состоянии социального распада. Нет работы, нет перспектив, нет защиты. Идеальная питательная среда для хищников. И вот главный вывод, который делает криминальная психология. Дело Чудинова не история одного монстра. Это история системы, которая позволила монстру существовать. Серийные убийцы-одиночки – это аномалия. Но организованная группа из 8 человек, действующая несколько лет на глазах у целого поселка и полиции – это уже диагноз. Диагноз не человеку. Диагноз обществу. Заключение. 14 девушек. Молодые. До 26 лет. У каждой было имя. У каждой были мечты. У каждой была семья, которая ее ждала. Им предложили работу. Шанс вырваться из поселка, где ловить нечего. Вместо этого их превратили в товар. А когда товар отказывался быть товаром, его закапывали в лесу за поселком. И самое страшное в этой истории – не Чудинов.
Самое страшное – это годы тишины. Годы, в которые девушки пропадали одна за другой. Родители плакали в кабинетах полиции, а следователи писали в графе «Причина» «Ушла добровольно». Кладбище невест – это не про маньяка. Это про мир, в котором некоторые люди просто не считаются. И пока это так, Чудиновы будут появляться снова. Приговор – Эдуард Чудинов получил пожизненное заключение. Остальные участники банды – от 10 до 24 лет. Этот разбор не романтизирует преступника и не содержит инструкций. Цель – понимание механизмов, которые делают подобные преступления возможными. И напоминание о том, что жертвы – это реальные люди.